Зеленский о переговорах с Трампом. Гарантии безопасности Украине дают на 15 лет, а нужно на 50. Путину доложили, что российские войска находятся в 15 километрах от Запорожья. Китай окружил Тайвань и начал самые масштабные в истории учения по захвату острова. Ким Чен Ын понаблюдал и поруководил испытаниями ракет большой дальности. Рекорды продаж. На чемпионат мира по футболу 2026 года поступило 150 миллионов заказов на билеты. Это в 3,5 раза больше, чем FIFA продала за 100 лет. А теперь об этом, подробно и по делу. Это один день. Не забудьте подписаться и поставить лайк этому видео. На обратном пути из США президент Украины Владимир Зеленский провел аудиоконференцию с украинскими и международными СМИ и подвел итоги переговоров с Дональдом Трампом. Зеленский отметил, что переговорный процесс ведется без навязанных дедлайнов. Сейчас согласована пошаговая стратегия встреч с США и европейскими лидерами, а затем возможны переговоры с представителями России. Гарантии безопасности для Украины от США предусмотрены на 15 лет с возможностью продления. Мы утвердили это с президентом Соединенных Штатов Америки. У нас будут гарантии безопасности, сильные, со стороны Соединенных Штатов Америки. Действительно, сейчас это не навсегда. В документах речь идет о 15 годах с возможностью продления этих гарантий безопасности. Я сказал ему, что у нас идет война, и что она длится уже почти 15 лет, поэтому очень хотелось бы, чтобы гарантии были более долгосрочными. Я сказал ему, что мы бы очень хотели рассмотреть возможность сроков на 30, 40, 50 лет, и тогда это стало бы историческим решением президента Трампа. Президент сказал, что будет об этом думать. А президент Трамп сказал мне, что у него был разговор, длинный разговор с Путиным. Он проговорил все 20 пунктов плана, пункт за пунктом. Я поблагодарил его за это. Это важно, чтобы мы все находились в одном контексте и чтобы обсуждался именно этот документ, а не какие-то другие документы. И если мы все же найдем возможность со всеми, с американцами, европейцами и с российской стороной подписать 20 пунктов завершения войны, я очень рассчитываю, что в этот момент мы одновременно получим и гарантии безопасности. Зеленский подчеркнул, что военное положение в Украине отменят только после получения гарантий безопасности от международных партнеров, прежде всего США. Без таких гарантий Украина не может считать войну оконченной из-за риска повторной агрессии. Гарантии предполагают присутствие международных войск и мониторинг. Президент Украины отметил, что 20-пунктный план урегулирования войны готов на 90%, а вопросы Запорожской АЭС и территории остаются предметом обсуждения. Он подтвердил: Украина сохраняет право говорить «нет» любым предложениям, противоречащим национальным интересам. Независимость страны и ее позиции остаются приоритетом. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока ничего не знает об итогах переговоров Трампа и Зеленского. Но речь о телефонном разговоре президента Украины Владимира Зеленского и Владимира Путина сейчас не идет. В то же время Песков не стал отрицать прогресс на переговорах. Трамп также сказал, что мир стал значительно ближе и переговоры находятся в финальной стадии. Вот Кремль согласен с такой оценкой? Конечно. А затем вернулся к старым кремлевским тезисам. Аппетиту забрать территории, которые Кремль не смог захватить в ходе агрессии. Россия думает о прекращении военного конфликта в контексте достижения своих целей. Второе. Здесь, наверное, уместным было бы вспомнить вчерашнее неоднократное заявление президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, который, по всей видимости, обращаясь к украинским собеседникам, напомнил, что Украина теряет землю и будет их терять дальше. И завтра ситуация будет отличаться от той ситуации, которая сегодня. Вот это план и А, и Б, и С. А можете, пожалуйста, пояснить слова Юрия Ушакова, который он вчера сказал, что для окончательного прекращения боевых действий от Киева нужно ответственное политическое решение в русле той работы, которая проводится по российско-американскому треку, и это решение, касающееся Донбасса, с учетом складывающейся ситуации на фронтах. А что это за решение по Донбассу? Можете пояснить? Это полная передача под контроль территории Донбасса? Конечно, или это другое? уход вооруженных сил режима из Донбасса за пределы административных границ. А это касается только Донбасса или там Херсонской областей, Запорожья тоже? Здесь я уже говорил, что полностью мы не будем комментировать и вдаваться в обсуждение публично отдельных положений. А тем временем Владимир Путин, в отличие от подчиненных, ни слова не сказал о мирном процессе. Сегодня он встретился с генералами и приказал развивать наступление на Запорожье. Вот как это было.
В настоящее время соединение группировки продолжает ведение наступательных действий в Запорожской области. Передовые подразделения находятся на удалении порядка 15 километров от южной окраины города Запорожья. Доклад закончен. Сколько? 15 километров? Да, порядка 15 километров до окраины. Имел удовольствие разговаривать с вашими подчиненными. Еще раз передавать им самые наилучшие. Конечно, в ближайшее время необходимо продолжить наступление совместно с группировкой «Восток» по освобождению Запорожья. Идет взломая оборону противника. Германия приветствует усилия президента США Дональда Трампа по достижению прочного и справедливого мира в Украине, заявил представитель правительства ФРГ после переговоров Трампа с Зеленским во Флориде. Мы приветствуем приверженность президента Трампа поиску справедливого и прочного мира в Украине, который сохранял бы украинский суверенитет и европейскую безопасность. Однако одно ясно – завершение войны зависит от Москвы. Без России мира не будет. И мы, безусловно, видим определенную разницу между тем, что якобы говорит российский президент на переговорах, и тем, что публично объявляется, или тем, что снова произошло на Рождество с атаками на Украину. Итак, что будет дальше? Конечно, прежде всего Россия должна показать, что она готова достичь справедливого и прочного мира для Украины. Но одно ясно – Украине необходимы существенные юридические и материальные гарантии безопасности со стороны США и Европы. А вот что думают киевляне об итогах переговоров во Флориде между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Опрос на улицах украинской столицы провели журналисты агентства Reuters. К сожалению, сейчас это ни на что не повлияет. Для того, чтобы народ понимал, что происходит, это хорошо. Но, как по мне, война так скоро не закончится. И нужно будет еще подождать, даже если мы дойдем до этого соглашения. Потому что, на мой взгляд, даже после него Россия сможет снова напасть на Украину. Как мы видим, даже будапештские меморандумы никак нас от этого не застраховали. Трамп – человек непредсказуемый. Куда ветер, туда и дым, как говорят. Но мы возлагаем очень большие надежды, потому что очень хочется, чтобы война закончилась. В конце концов, у меня сын 4 года уже воюет, и я очень хочу мира и победы. Путину территория, этот Донбасс, вообще не нужна. Ему просто нужно уничтожить украинцев. Он уничтожает саму нацию, а территории для него – это уже вопрос принципа. Уже было много таких моментов. Вот мы закончим, вот мы закончим. Это просто какое-то затягивание, и все. Таковы мнения некоторых киевлян. А что вы думаете по поводу прошедших переговоров? Удалось ли Трампу приблизить мир в Украине и согласится ли Путин с тем, о чем договорились Трамп, Зеленский и европейские лидеры? Поделитесь своим мнением в комментариях к этому видео. Резкое обострение ситуации вокруг Тайваня. В воскресенье вечером Китай начал широкомасштабные военные учения вокруг острова, фактически заблокировав судоходство. Восточное командование китайской армии объявило, что учения с боевыми стрельбами состоятся во вторник. Они охватят 5 зон вокруг острова, которые будут подпадать под ограничения морского и воздушного пространства в течение 10 часов. Это дает возможность приблизиться к острову Тайвань и провести совместные удары первыми военными подразделениями с целью проверки боевых возможностей сил театра военных действий в совместных операциях. Это серьезное предупреждение сепаратистским силам Тайваня и внешним силам вмешательства, а также законное и необходимое действие для защиты национального суверенитета и поддержания национального единства. За 3 года это уже 6-е учения по захвату Тайваня, которые проводит Китай. Но сейчас размах маневров небывалый прежде. Агрессивные военные учения Пекин начал проводить после визита на остров в 2022 году спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Нынешние учения проходят на фоне дипломатического конфликта между Китаем и Японией, начавшегося после того, как премьер-министр Японии Санае Такаити предположила, что гипотетическая атака Китая на Тайвань может вызвать военный ответ со стороны Токио. Вопрос Тайваня является ядром ключевых интересов Китая, и решимость Китая защищать национальный суверенитет, безопасность и территориальную целостность непоколебима. Любые злонамеренные действия с пересечением границы и провокации по тайваньскому вопросу будут встречены решительными контрмерами Китая. Любые коварные попытки помешать воссоединению Китая никогда не увенчаются успехом. Китай высоко ценит последовательную поддержку Китая со стороны России по тайваньскому вопросу. Вопрос Тайваня является внутренним делом Китая. Принцип «один Китай»
является широко признанным консенсусом международного сообщества и фундаментальной нормой международных отношений. Решимость Китая защищать национальный суверенитет и территориальную целостность непоколебима. Военные учения разворачиваются через 11 дней после того, как США объявили о продаже Тайваню оружия на сумму более 11 миллиардов долларов, что является крупнейшим пакетом вооружения для острова за всю историю, что вызвало протест со стороны Министерства обороны Китая. В то же время аналитики агентства Reuters замечают, что учения Пекина все больше стирают грань между обычными военными учениями и тем, что может быть подготовкой к нападению, стратегией, направленной на то, чтобы дать США и их союзникам минимальное предупреждение о начале войны. В отношении односторонних провокационных действий Китая национальные вооруженные силы и органы национальной безопасности Тайваня заранее и комплексно оценили ситуацию и провели тщательную подготовку, обеспечив безопасность государства и его граждан. Граждане могут быть спокойны. Мы призываем китайские власти действовать рационально и сдержанно, немедленно прекратить безответственные провокации и не допускать ошибочной оценки ситуации, которая может превратить их в нарушителей регионального мира. А вот что думают о китайских учениях жители Тайваня? Я думаю, что цель Китая, как они сами говорят, получить остров, а не людей. Они просто хотят сохранить лицо, заявляя о Тайване как о части своей страны, но тайваньский народ так этого не воспринимает. Мы — это мы, они — это они. Две стороны пролива совершенно не подчинены друг другу. Мы — наша собственная страна. У нас есть президент, наша конституция и собственный законодательный орган. Я считаю, что мы полностью независимая нация. Я думаю, что эти учения просто призваны нас запугать, устрашить. Подобные учения уже происходили раньше. Как обычные граждане, мы можем только заботиться о себе, хорошо выполнять свою работу и жить своей жизнью. Политическую сторону вопроса может решать только нынешнее правительство Тайваня и то, как оно решит реагировать. Решится ли Китай на военные действия против Тайваня? И как отреагирует Дональд Трамп? Поделитесь своими прогнозами в комментариях. Северная Корея провела испытания 2 баллистических ракет большой дальности. Ким Чен Ын проинспектировал испытательный пуск и вновь заявил о необходимости неограниченного и устойчивого развития ядерных боевых сил страны. Испытания состоялись в воскресенье. Ради сообщения о пусках на 1 день с пенсии вышла главный северокорейский диктор, 82-летняя Ли Чхун Хи, читающая сообщения только чрезвычайной важности. Глубоко уважаемый товарищ Ким Чен Ын присутствовал на учебных пусках стратегических крылатых ракет большой дальности 28 декабря. В акватории Желтого моря у западного побережья Кореи прошли учения по пуску стратегических крылатых ракет большой дальности. Учебные пуски были проведены подразделениями ракет большой дальности, которые, следуя заданному курсу, в соответствии с указаниями уважаемого товарища, председателя Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики, поразили назначенные цели. Товарищ Ким Чен Ын подчеркнул, что это является проявлением суверенного права Корейской Народно-Демократической Республики и демонстрацией ее потенциала сдерживания войны. Южнокорейские военные сообщили, что зафиксировали запуск нескольких ракет из района Сунан в окрестностях Пхеньяна и предупредили о возможных дополнительных испытаниях до конца года. Ранее КНДР также показала строительство стратегической подводной лодки с ядерной энергетической установкой и заявила, что планы Южной Кореи по созданию аналогичных субмарин представляют угрозу ее безопасности. С момента провала переговоров с США в 2019 году Пхеньян неоднократно подчеркивал, что считает свой ядерный статус необратимым, продолжая наращивать военный потенциал на фоне напряженности в регионе. В Турции была проведена масштабная спецоперация против боевиков ИГИЛ. Столкновения произошли в городе Ялова на побережье Мраморного моря к югу от Стамбула. Как сообщил министр внутренних дел Турции Али Ярликая, погибли 3 полицейских и 6 боевиков террористической группировки. 9 правоохранителей получили ранения. Стрельба началась около 2 часов ночи. Мои внуки сказали мне, что не могут спать в своей комнате из-за стрельбы, поэтому пришли ко мне. Затем полиция объявила комендантский час и перекрыла все дороги. Прибыло больше полицейских. В воздухе кружил вертолет. Затем стрельба усилилась, и около 10 часов утра дом загорелся. Когда мы приехали сюда утром, дом горел. На место прибыли пожарные, а также полиция. Мы ничего больше не знаем и пытаемся разобраться в ситуации. Операция стала частью масштабных антитеррористических мероприятий, которые провели по всей стране спустя неделю после задержания более 100 подозреваемых в подготовке атак в период рождественских и новогодних праздников. Власти заявили, что обыски в рамках антитеррористической кампании проводились по всей Турции. Прощание с легендой.
Во французском Сан-Тропе поклонники и друзья приносят цветы и зажигают свечи в память о легендарной французской актрисе Брижит Бардо, которая скончалась в воскресенье в возрасте 91 года. Люди приходят к статуе Бардо в центре города. Некоторые пришли со своими собаками, отдавая дань уважения выдающейся деятельности Бардо как защитницы прав животных. Ее преданность защите животных и ее свобода выражения мнений, свобода, которая, я имею в виду, она олицетворяет свободу женщин. Вот так. Она была смелой и решительной женщиной, которая никогда не сдавалась. Цветами также украшены металлические ограждения вокруг резиденции Бардо. Один из ее друзей, Филипп Вальмье, знакомый с ней более 30 лет, пришел на место со своей собакой по кличке Ягуар. У меня есть несколько забавных историй. Например, когда мы гуляли с собаками по пляжу, однажды она упала в воду вместе со своей собакой, мне пришлось ее вытаскивать. Она уже не могла стоять на ногах. Она была прекрасна, прекрасна. Другого слова не подобрать. Да, нам будет очень ее не хватать. Рекордный спрос. Президент ФИФА Джанни Инфантино, выступая на Всемирном спортивном саммите в Дубае, заявил, что за первые 15 дней продаж билетов на чемпионат мира 2026 года ФИФА получила около 150 миллионов заявок на билеты. При этом, отметил Инфантино, за почти столетнюю историю чемпионатов мира ФИФА суммарно продала в 3 раза меньше билетов. Я говорил, что у нас в продаже 6-7 миллионов билетов. И мы начали 2 недели назад. Что ж, могу вам сказать, потому что за 2 недели, за 15 дней мы получили 150 миллионов заявок на билеты. 150 миллионов заявок на билеты. То есть 10 миллионов заявок на билеты каждый день. Это показывает, насколько важен чемпионат мира по футболу. И что интересно, на первом месте, конечно же, одна из стран-хозяек — Соединенные Штаты. На втором и третьем местах — Германия и Великобритания. Что опять же показывает, сколько людей хотят посетить чемпионат мира. 150 миллионов заявок на билеты означают, что если подумать, что за 100 лет, почти за 100 лет истории чемпионатов мира, ФИФА продала в общей сложности 44 миллиона билетов. Таким образом, за 2 недели до следующего чемпионата мира в следующем году мы могли бы заполнить билеты за 300 лет существования чемпионатов мира. Глава ФИФА также защитил ценовую политику, заявив, что доходы от чемпионата мира направляются на развитие футбола по всему миру. По его словам, без перераспределения этих средств футбол не смог бы существовать в десятках стран. Ранее болельщики раскритиковали стоимость билетов, которая в ряде случаев оказалась значительно выше, чем на матче чемпионата мира 2022 года.